Глава 2. Незнакомец, в которой Татьяна встречает загадочного незнакомца и получает от него не менее загадочную рукопись. На станции метро было необычно пустынно. Лишь контролерша дремала, скучая в своей будочке, и постовой полицейский листал какую-то газету. Татьяна толкнула тяжелую дверь и зажмурилась от яркого весеннего солнца. Звонко чихнула, приложила ладонь козырьком ко лбу, и, когда глаза немного привыкли, стала спускаться по ступенькам, но остановилась на полдороги от неприятно пробежавших по спине мурашек. Боковым зрением она увидела невдалеке мужчину, сидевшего на деревянной скамейке, живописно расположенной среди кустов цветущего жасмина. Он так гармонично вписывался в окружающую обстановку, что Татьяна, скорее всего, не заметила бы его, если бы не ощутила на себе его пристальный взгляд. На нем было серое потертое пальто, и в тон ему старомодная фетровая шляпа. Ярко-синие живые глаза выглядывали из-за светлых кудрявых волос, а легкая ухмылка пряталась в аккуратно постриженной бороде. На земле он разложил газеты, а на них старые книги на продажу. Вдруг что-нибудь интересное, подумала Татьяна и направилась к мужчине. Она сделала лишь несколько шагов, когда из кустов за спиной мужчины появилась рука и стала осторожно что-то вытаскивать из кармана его пальто, по-видимому, кошелек. Ничего не замечая, мужчина продолжал безмятежно сидеть на скамейке. Неожиданно для себя Татьяна закричала не своим визгливым голосом: «Держи вора!» Но тут же осеклась. Обладая живым воображением, она красочно представила себе, как эта сцена выглядит со стороны, а представив, сконфузилась и даже слегка покраснела, потому что выглядело это довольно глупо. Кроме них двоих вокруг никого не было, и кто в этом случае должен был держать вора, было совершенно непонятно. В такие экстремальные моменты умные мысли, как правило, в голову не приходят никому, поэтому и Татьяну осуждать за это не стоит. Тем более, что в этот раз желаемый результат все же был достигнут. Рука выпустила добычу и исчезла в кустах. Мужчина оглянулся на шорох, невозмутимо подобрал кошелек и, обращаясь к Татьяне, с улыбкой произнес: «Премного вам благодарен. Чуть не остался без средств». «Ну что вы, не за что». Стала было отнекиваться Татьяна, но, помолчав секунду, добавила: «Если честно, то я ужасно испугалась. Наверное, от неожиданности руки вот до сих пор трясутся». Она показала, и в самом деле трясущиеся ладони. «Не надо так волноваться», — забеспокоился мужчина. «Ну, подумаешь, кошелек. Нервы-то ведь дороже, их беречь надо. Немного неприятно, конечно, но не смертельно же». А затем, будто размышляя сам с собой, негромко произнес: «Да и, скорее всего, не кошелек им был нужен». Сменив тему, он снова обратился к Татьяне. «А вы, я вижу, моими книгами заинтересовались. Выбрали что-нибудь?» «Нет, даже посмотреть не успела», — развела руками Татьяна. «Все так быстро произошло. Ну что ж, не буду вас торопить. Смотрите спокойно». Татьяна присела на корточки и подняла одну из книг. Мужчина задумчиво пригладил бороду и неожиданно спросил: «Мог бы я вас кое о чем попросить?» Конечно, с радостью согласилась Татьяна, чувствуя, как напряжение уходит, а его место занимает приятная, почти дружеская атмосфера. «Вот, подержите, пожалуйста». Он достал из внутреннего кармана пальто плотный холщовый мешочек, перевязанный в верхней части синим шнуром, и протянул ей. «Что это?»
— удивилась Татьяна. Она отложила книгу и с любопытством взяла в руки мешочек. Он был не очень тяжелый. Внутри прощупывались небольшие твердые предметы, но какие именно, понять было трудно. То ли монеты, то ли мелкая галька. Это, так сказать, небольшая проверка на совместимость, туманно пояснил мужчина. Можете вернуть, если вам некомфортно держать его в руках. Нет, почему же? Вполне комфортно, Татьяна задумалась, прислушиваясь к своим ощущениям. Не знаю почему, но мне кажется, будто я держу в руках любимого плюшевого мишку. У меня был такой в детстве. Она снова перевела глаза на незнакомца. Так в чем же дело? Очень хорошо. Похоже, я могу вам довериться, продолжал между тем мужчина, не обращая внимания на вопрос Татьяны. Не согласились бы вы некоторое время позаботиться об одной редкой книге? Подержать ее у себя, скажем, 2-3 недели? Обстоятельства, к сожалению, складываются так, что хранить ее дома я сейчас не могу. Хорошо, сама не зная почему, согласилась Татьяна. Мужчина сделал попытку забрать мешочек из рук Татьяны, но она непроизвольно сжала пальцы. Ей очень не хотелось с ним расставаться, будто это и в самом деле была ее любимая игрушка. Мужчина не стал настаивать и предложил: «Пойдемте ко мне. Там я вам все подробно расскажу. Я живу здесь недалеко». «Хорошо», — кивнула Татьяна. «Я очень надеялся, что вы не откажетесь», — улыбнулся он. «Давайте знакомиться. Геннадий, Татьяна». Протянула она руку. Геннадий связал лежавшие на газетах книги в 2 довольно внушительные стопки, легко подхватил их, и они зашагали по тенистой аллее. Татьяна не испытывала ни малейшего беспокойства из-за того, что шла в гости к совершенно незнакомому человеку. Напротив, ей почему-то казалось, что они старые друзья, и этой дорогой она ходила уже не раз. Знакомым показался ей и светлый просторный подъезд, и лестница с ажурными коваными перилами. Просторная двушка Геннадия располагалась на 3-м этаже Сталинки и выглядела довольно уютной. Высокие потолки с гипсовой лепниной придавали воздушности. Стены, включая и коридор, сплошь занимали шкафы с книгами, картины и диковинные статуэтки. Впечатление, правда, немного портили следы недавнего наводнения в виде ржавых потеков то там, то здесь. Книги, спасенные во время аварии, были аккуратно уложены на пластиковые ящики из-под овощей. В большой комнате стоял письменный стол, крытый темно-зеленым сукном. На нем настольная лампа на блестящей бронзовой ноге со стеклянным абажуром изумрудного цвета. У окна, нацеленный в небо, поблескивал бронзовый телескоп. Справа от окна расположились небольшой кожаный диван и торшерьер в виде прожектора на черной треноге. По дороге на кухню, проходя по коридору мимо комнаты, служившей Геннадию спальней, Татьяна увидела довольно обычную картину. Шторы прикрывают окно наполовину, за ним виден город, кровать застелена однотонным покрывалом, рядом тумбочка с будильником и уже привычные книжные шкафы, картины на стене и бронзовая фигурка танцовщицы на постаменте. Лучшего места для приятной, непринужденной беседы, чем кухня, пожалуй, не найти. Небольшой стол с резными ножками, диванчик, пара табуреток с мягкими пуфиками и уже традиционная полка с книгами. Чего бы ни пожелал, все рядом, все под рукой. Чайник, плита, холодильник, кран с водой. Именно здесь и оказались Татьяна с Геннадием вскоре после короткой экскурсии по квартирным достопримечательностям. «Ну вот», — сказал Геннадий,
разливая по чашкам душистый жасминовый чай. «Сами видите, после такого потопа, который устроил мне сосед сверху, хранить в доме книги стало практически невозможно, и особенно старинные. Влага действует на них убийственно. Часть мне удалось пристроить, но вот это пока остается беспризорной». Он сделал неуловимое движение, и на стол легла странного вида книга. Татьяне показалось, что он извлек ее прямо из воздуха, хотя, вероятно, она просто лежала в ящике кухонного стола. Кожаный переплет темно-коричневого цвета был покрыт слоем пыли, и, покачав головой, Геннадий ловко прошелся по нему влажным полотенцем. Через секунду от пыли не осталось и следа. Обрез книги запирался на простую медную застежку, которой Геннадий слегка коснулся, но передумал и открывать не стал. «Ладно», — сказал он, откладывая книгу в сторону, — «что это я? Дела от нас не уйдут. Вот, угощайтесь». Он достал из холодильника пирог с черникой, отрезал от него несколько аккуратных кусочков и выложил на красивое блюдо с орнаментом из летящих сов по краю и лесным пейзажем в центре. «Сам собирал прошлым летом. Заморозил, и на всю зиму хватило. А скоро и новый урожай подоспеет. В погранзоне черники хоть вагонами бери. Никто ведь не собирает. Я тоже люблю собирать. Но у нас в прошлом году не уродилось», — пожаловалась Татьяна. «Ничего, теперь сможете у нас набрать», — откликнулся Геннадий. Татьяна не поняла, что он имел в виду, но переспрашивать не стала. Пирог был необыкновенно ароматен, будто был испечен не с мороженой, а со свежей, только что собранной черникой. «Берите еще». Геннадий легко подтолкнул блюдо с пирогом, и оно вдруг стало вращаться вокруг своей оси, все быстрее набирая обороты. Птица на орнаменте с силой взмахнула крыльями и полетела над растущими от центра тарелки деревьями. Зрелище было завораживающим. Татьяне казалось, что птица летит над лесами, зелеными долинами, журчащими ручьями и тихими озерами, иногда взмывая в небо, чтобы перелететь через возникший на пути холм, а иногда опускаясь к самой траве. Она уже не могла понять, птица ли это летит, или она сама. Удивительно, но ей было совсем не страшно, хотя еще с самого детства она боялась высоты. Бескрайнее бирюзовое небо раскинулось над ней, и душу наполнил умиротворяющий покой. Пролетая над опушкой леса, она увидела небольшие бревенчатые домики. Из труб шел дымок, во дворах люди занимались домашними делами. Она лихо заложила вираж и, кружась над домами, замедлила полет, пытаясь получше все рассмотреть. Люди, заметив ее, бросали работу, тянули руки к небу и, переговариваясь, указывали друг другу на необычную птицу. Внимание Татьяны привлекла девушка в белоснежной футболке и шортах цвета хаки, стоявшая у колодца с ведром в руке. Она прислонила ладонь свободной руки козырьком к лбу, точно так же, как это сделала Татьяна, выйдя из станции метро, и внимательно следила за полетом. Татьяна ощутила какую-то непонятную связь между этой девушкой и собой. Ей даже стало казаться, что это она сама стоит там внизу. «Ну, это уж слишком», — рассердилась она сама на себя. «Какое-то сумасшествие, раздвоение, а то и расстроение личности. Этого просто не может быть». Несколько собак, незлобно, но звонко лая, бежали ей вслед. Это словно подстегнуло Татьяну. Она сделала несколько мощных взмахов, поднялась к вершинам деревьев и, скользнув над ними, скрылась за лесом, оставив домики людей и животных далеко позади.
Теперь слышен был только шелест ветра в крыльях птицы. Когда вращение тарелки остановилось, с Татьяны спало оцепенение, и она обнаружила себя сидящей за столом на кухне Геннадия. На тарелке не осталось ни кусочка пирога. «Порезать еще?» — донесся откуда-то издалека голос Геннадия. «Что?» — откликнулась она, постепенно приходя в себя. «Нет, благодарю. Пирог очень вкусный, но больше я уже не могу», — произнесла она в растерянности, все еще чувствуя легкое головокружение после недавних воздушных виражей. Сейчас она, пожалуй, не смогла бы с уверенностью сказать, к чему относились эти слова. К пирогу или к птичьему полету. «Извините, кажется, я немного задумалась», — произнесла она смущенно. «Ничего, ничего», — успокоил ее Геннадий. «Мы с вами приятно побеседовали. Даже если сегодня что-то осталось непонятным, со временем все встанет на свои места». Татьяна глянула в окно. «Ой, уже темнеет. Мне пора. Что ж, не буду вас задерживать». «Да», — засуетился он, — «не забудете книгу? Я вам ее сейчас упакую».